Представители знака зодиака Дева, мои дорогие девы, приветствую вас. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит ваши планы, мои дорогие девы, или событие, которое влияет на вашу жизнь именно в этот период. Второй прогноз у нас на 10 дней, на декаду с 1 по 10 декабря. Последний месяц уходящего года. Строим мы планы как и на будущее, так и итоги какие-то подводим. Давайте узнаем подсказки карт именно на будущее. И останемся при этом реалистами. Каковы события ближайшего будущего, как это видят карты. И у нас первая колода – это Ленорман. И мы пройдем по тем событиям, которые они нам откроют. Вот карта письма. У кого-то конкретно документы, соглашения, пересмотр договоров, может быть, договоров, извините, по работе. У кого-то будет, может быть, брачные договоры пересматриваться, может быть, у кого-то из вас и оформление документов, или вы ждете какого-то извещения, письма. Может быть, это и не письмо, а телефонный звонок, у кого-то СМС, какое-то подтверждение, или, может быть, разрешение, или конкретный документ по процедуре готовится сколько-то дней, и вы его тоже ожидаете. Может быть, заключение у кого-то именно врачебное какое-то, да, после обследования вы тоже ожидаете. Тут самые разные могут быть вопросы, но иногда все же по этой карте и в этой колоде. В колоде Ленорман нет денег. Вот такой карты, в принципе, не существует. И очень часто как раз прелюдия получения денег или какой-то перемены именно в финансовой ситуации иногда говорит аркан письмо. Что-то будет, может быть, меняться. Сама по себе карта достаточно добрая, добрые вести, у нас буквально голубь. И это словно открывает какие-то новые возможности или путь в будущее. Вот может быть это то, что вы ждете, а может быть это то, что и неожиданно. Давайте, ну прямо карты торопятся. Но вот смотрите, у вас выпадает еще, перевернулись точнее, конкретно две карты. Развилка и гроб. Это какое-то окончание, причем такое торжественное окончание, после которого вам становится легче. И правда, предшествует развилка. Мы, вот смотрите, перекресток. И в 4 стороны мы сразу не пойдем. И если мы что-то одно выберем, вот в сторону Солнца, я так предполагаю, значит, от чего-то мы откажемся. Вот это как раз и проходит по аркану гроб. Но этот выбор сделать непросто. Вот перед каким-то выбором вы можете стоять, мои дорогие девы. Хочу сама достать 4 карты. Вопросов мы не задаем. Карты нам будут рассказывать, как эти события они видят. Как это будет, перекладывайте на себя, как это согласуется с вашими сегодняшними делами. Или то, что вы бы хотели осуществить, то, что вы планируете. Итак, события ближайшего будущего. Я же вас приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Готов гороскоп на декабрь по всем знакам зодиака, для каждого в отдельности. И я описываю более подробно планетарные транзиты, подсказки тоже будут. Ну или прочитать какие-то другие статьи, то, что вам интересно. Итак, события ближайшего будущего. Для дев, как видят, колода Ленорман. Что это будет? С чем будет связано в ближайшем будущем? На 10 дней какие вопросы, может быть, будут в приоритете? Чем вам придется заниматься, что-то решать? И на колоде Таро продолжим наш расклад. Первая карта будет называться «Неожиданность». Возможно, это как раз то, что меняет ваши планы. Или как событие. Может быть и известие, которое больше где-то с элементом неожиданности. Может быть, вы думали, что будет развиваться что-то в одном ключе. А здесь придется где-то корректировать либо свой план, либо свои действия. Что будет в неожиданностях? Ваша сильная позиция или что вам помогает? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Даже если вы не работаете, все равно же чем-то вот вы занимаетесь. Энергия финансов, деньги. В личной жизни энергии тоже узнаем. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце.
Что же за события такие? Вот интересно, вы знаете, я ведь до вас уже сделала не один знак зодиака, и очень многим почему-то выпадает арканы лилии. Хотя эту колоду я уже, я не знаю, сколько раз, тысячу, наверное, перемешала и переложила по-разному, но лилия упорно выпадает. И где-то, да, я могу согласиться, потому что планетарно у нас мы можем пересматривать, как я уже сказала, какие-то договоры, составлять бумаги, с кем-то, ну, диалоги проводить по части, может быть, работы у кого-то бизнеса или решения каких-то основополагающих вопросов личной жизни. Имеется в виду, лилия – это всегда искренняя беседа или тот разговор, который на чистоту, наверняка. Когда мы, может быть, озвучиваем то, что прежде сложно нам было озвучить. Но и человек как будто он тоже открыт. Вот этот открытый диалог, какой-то очень важный, который проясняет ту или иную позицию, ситуацию. У вас, возможно, это выпадает первой картой. Дипломатом, конечно, быть стоит, потому что как деловое соглашение или прояснение какого-то вопроса, ситуации для вас может как раз и открыть новые перспективы. Или высветить какую-то конкретику на злобу дня или то, что сейчас присутствует. Вы тогда будете, ну, более уверенно, может быть, корректировать свои планы на будущее. Давайте откроем вторую карту событий ближайшего будущего. Солнце. Все то, что я сказала по лилиям, правда. Прояснить что-то стоит, и все прямо на местах становится. А вообще карта Солнца – это исполнение желаний. Вообще карта Солнца – это радость, это счастье. Это какая-то приятная неожиданность, может быть. Или доброе известие. Или сама по себе возможность. Может быть, эта возможность у кого-то придет через соглашение, и вы останетесь довольны. Но и по аркану Солнца это может быть прояснение какой-то мутной, кстати, ситуации, которая была прежде непонятна вам. И, может быть, вы долгое время пытались разобраться в каком-то вопросе, а все ясность не наступала. Но вот, видимо, в эти 10 дней это и больше оптимизма, это и хорошее настроение, и это что-то буквально доброе, яркое, светлое, позитивное входит в вашу жизнь. У каждого в своей сфере жизни. Мало того, все то, что я перечислила, и по аркану дерева, это еще и надежность. Дерево уходит корнями вглубь. То есть это уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. У кого-то вопросы семьи или иногда по дереву место жительства. Тоже, значит, что-то вы будете тут организовывать. Понятно, у каждого своя какая-то задумка. Мои дорогие девы, у вас действительно что-то получается сделать, ну, так хорошо. Практически с большим процентом, как вы именно этого хотите. И даже если будут какие-то, я могу предположить, по лилии, откровенные вроде разговоры, но они ведь могут быть и сложными разговорами, или какой-то такой трудноватый диалог. Но после этого все встает на свои места. Это действительно тогда имеет значение какое-то для вас. Может быть, это та беседа, которую вы длительное время откладывали на потом. Или, может быть, вы ее ожидали, и она у вас никак не могла состояться. У кого-то это собеседование. Может быть, собеседование в посольстве. Такое тоже иногда бывает. Это я с учетом того, что у вас переворачивался аркан письмо Ленорман. Или куда-то приглашение, может быть, и по работе. Или какие-то предложения для вас, которые открывают новые перспективы. Ну, по-разному можно тут до бесконечности, наверное, все разные варианты приводить. И все со знаком плюс. Ну, точно. Аркан рыбы, но не совсем про рыбы. Мы знаем, что рыбы – это у нас деньги в первую очередь, да. Это символ благополучия. Но еще по рыбам идут путешествия, мои дорогие. Потому что рыбы – это перемещение какое-то. И, может быть, как эти 10 дней будут связаны у вас с поездками. Может быть, куда-то и далеко, а может быть, и поближе у кого-то. Самые разные. Какой-то период активности точно у вас будет. Но у кого-то перемены, потому что у нас корабль – один из символов Меркурия. И очень символично, между прочим, для вас. И это может быть как исполнение желаний, так и перемены, добрые перемены в вашей жизни. А вверху аркан Солнца. Все то, что я говорила, правда.
у кого-то может проиграться даже лучше, чем я говорила, чего я вам искренне желаю. Вообще вот какой-то вопрос у вас может быть решен, может быть, раз и навсегда. Может быть, это от вашего выбора зависит. Все-таки вам выпадала развилка, ну и как аркан гроб, это как окончание, я говорила. Потому что мы одновременно в несколько сторон света мы никак не пойдем. Придется с чем-то определяться. Значит, этот выбор не просто какие-то новые перспективы открывает, а придает уверенности, больше, ну, знаете, как раскрашивает каждый день в какие-то более веселые, радостные тона, краски, когда день уже не серые будни, а когда вы с большим, ну, настроением, лучшим настроением встречаете каждый день. Какая-то, может быть, тяжесть у вас словно спадает, потому что сейчас как и прояснится что-то может, и определиться, расставится все по местам. Может быть, это от ваших приложенных усилий, конечно, все зависит, мои дорогие девы. Но, значит, какая-то вами проведенная работа или какой-то диалог был очень правильным, вовремя. Может быть, вы его осуществили, и для вас как раз и открываются новые возможности. Давайте в неожиданностях. Ну, когда выпадает аркан справедливости, всегда причина и следствие. Поэтому, кстати, все арканы колоды Ленорман могут об этом и говорить. Может быть, вот эта лилия у кого-то и правда есть вопросы, которые связаны в суде, то тогда вполне вероятно какое-то решение может быть. И для вас с большим плюсом. По аркану справедливость, если мы что-то сделали хорошо в прошлом, то как будто нам пространство Вселенной возвращает в виде того или иного бонуса наши добрые дела. И пусть это руками других людей, или пусть это даже совершенно другая какая-то ситуация. Вот как аукнется, так и откликнется, говорят, да, вот по аркану справедливость такое как раз и проходит. Или для кого-то из вас, для того, чтобы решить какой-то важный вопрос, вам нужно подойти к нему более обстоятельно и заручиться поддержкой специалиста, к примеру, адвоката, юриста. Для кого-то, может быть, по здоровью прояснить, и тогда нужно идти к врачу, а не сидеть и думать. А может быть, пройдет само. Или мне иногда пишут, а почему вы не смотрите на здоровье? Вопросы здоровья, политики и вероисповедания на канале не обсуждаются, потому что таро гадание – это не про здоровье, ну ни разу. Надо идти к врачу. Только, поверьте, врач может оценить объективно ваше самочувствие. И все остальное – это только потеря времени. Просто поверьте моему долгому лечебному опыту, сколько бывает запущенных ситуаций, потому что люди занимаются какой-то сущей ерундой. Хотя там до амбулатории, поликлиники, до врача намного ближе путь, нежели этот конкретный человек собирается. Ну ладно, я ушла в другую сторону, но для кого-то важно это услышать и пойти. И у кого-то может быть и банальное какое-то рутинное обследование, а для кого-то просто посоветоваться с доктором. Ну, может быть, а кому-то к дантисту, к стоматологу пойти, потому что все время откладываете, боитесь. Ну, в общем, у каждого какие-то задачи, но по аркану справедливость, четкость должна быть какая-то в конкретном вопросе. И вот в неожиданностях, что бы это ни было, проясняйте все. Или чтобы любая бумага была вами тоже какая-то, как проверка произведена, если вы что-то подписываете особенно. Или, может быть, имеете печати свои личные, куда вы еще и печать ставите. Страхуйте себя, мои дорогие девы. В чем ваша сильная позиция? В будущем. Трое словно плетут светофор. И вот буквально последние штрихи какие-то или стежки, и светофор готов. Зеленый свет. Ваша сильная позиция, когда вы видите именно будущее, перспективы, а не оглядываетесь до бесконечности назад. И не случайно карта гроб, опять же, вот к ней возвращаюсь, это в прошлом надо оставить. Оно для вас только как какая-то обуза или кандалы, мои дорогие. По тройке пентаклей мы готовы чему-то учиться. И поэтому, может быть, если вы чувствуете, вам недостаточно знаний, можете обратиться к специалисту. Вот я о чем, чтобы прояснить какой-то вопрос. А может быть, это будет связано с переездом каким-то. И кто-то пойдет учить язык.
Кто-то будет осваивать новое ремесло. Может быть, с переездом, а может быть, просто потому, что я хочу работать словно на самого себя. Вы поставите перед собой вот такую задачу. Или я хочу работать из любой точки мира. И с учетом аркана рыбы, правда, вы люди очень скрупулезные. И поэтому любое обучение, вот в какой бы области вы ни начали, мои дорогие девы, вы можете очень быстро получить какой-то великолепный результат. Благодаря вашей усидчивости, где-то детализации, педантичности, у вас получится любое дело или ремесло освоить быстро. И чтобы оно вам в последующем приносило деньги. Потому что по тройке пентаклей мы что-то изучаем, а в последующем мы именно улучшаем еще и финансовую ситуацию. И это все ваши сильные стороны. Дела, работы, бизнес, документы, умеренность. Ну, вот так вот спокойно, уверенно. Кстати, пусть не в этой колоде, но по аркану умеренности могут приходить неслучайные случайности. Или это мы их можем воспринимать как случайность, как бонус высших сил. А на самом деле это уже как было запланировано по вашей судьбе. Вот причем это все происходит достаточно в спокойном режиме. И карта нас призывает, ну, где-то к душевному равновесию, потому что этот счастливый случай, бонус, вы как раз и не должны упустить. Не торопитесь куда-то, потому что в спешке мы многого как раз и не замечаем. По этой карте мы можем договориться. Может быть, и некоторые вопросы или сам период вот этих 10 дней, он просто для кого-то будет такой вот, как по умеренности. Гармония. Гармония как и в вашей душе, так и, может быть, некоторые вопросы вы можете в таком, ну, более планируемом порядке осуществить. Куда-то, допустим, отправиться в разные инстанции, или что-то вы будете переделывать, или готовить что-то, может быть, кто-то отчет. Ну, все зависит от того, чем вы занимаетесь. Поэтому арканы нет какой-то синкопы, а спокойное течение жизни. Но душевное равновесие – это на первом месте. Что же деньги? Хотя аркан Солнца говорит, деньги будут. А вы знаете, тут у кого-то может быть как бонус. Все же по рыцарю чаш проходят еще и подарки. Может быть, сам по себе подарок, ну, может быть, как материальная какая-то помощь или как это премия, да, что-то именно когда наш материальный эквивалент улучшается. Для кого-то из вас это соглашение, все же рыцарь чаш больше говорят о личной жизни. Может быть, какие-то важные соглашения, документы вы будете подписывать через личную жизнь. Или, может быть, это связано с родственниками. Может быть, у кого-то вопросы наследства. Вот ведь и такое вполне может быть, судя еще с теми картами, которые нам в колоде Ленорман переворачивались, развилка и гроб. И тогда вы останетесь чем-то довольны. Вот правда. Тут и такой момент тоже может проходить. Но это может быть вообще, в принципе, когда по финансам нет проблем на эту неделю. Точнее, на эти 10 дней, мои дорогие девы. Правда, тут больше каких-то приятностей для вас приходит. И всегда эта карта говорит хорошее настроение. Давайте откроем личную жизнь. Я говорю, двойка жезлов – это всегда выбор. Словно мы от одного жезла к другому перемещаемся и никак не можем что-то решить. Не можем никак с чем-то определиться. И вот это самая развилка, что выбор делать придется. Потому что пока мы на что-то не решимся, пейзаж не меняется. Да и мы-то как будто заложники сидим и смотрим в окно. Скука тогда получается, понимаете? Поэтому, может быть, и в личной жизни для вас, для кого-то, по крайней мере, из вас, мои дорогие, выбор этот нужно делать. Если вы меня смотрят люди семейные, может быть, это по части вашего переезда или поездки куда-то, у кого-то банально, вы собираетесь, вот как раз праздники, Рождество, Новый год, куда-то собираетесь отправиться, и для вас нужно разобраться, как и, может быть, с деньгами, чтобы на все хватило, и куда лучше поехать, и вы будете обсуждать. Какие-то диалоги проводить, может быть и так. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес или документы и деньги, значит, что-то вы будете еще и планировать. Конечно, эта карта может проиграться просто так. Мы ведь смотрим на 10 дней. Не такой большой период, прямо скажем. И тогда для кого-то это будет без изменений.
Но если вы, мои дорогие девы, и, кстати, планетарно точно так же проигрывается, если вам надоело одиночество, для кого это актуально, самое время продумать, где вы можете познакомиться, каким образом. И вот все вот эти карты Ленорман как раз и говорят о том, что какая-то добрая прелюдия может состояться в эти 10 дней. Или, может быть, у вас обучение, может быть, пойти на курсы какие-то. Или словно расширить круг общения, изменить свой социум. Тоже тогда карты подсказывают, что вы можете с кем-то вполне познакомиться. Вот перекладывайте на себя такие тонкие моменты. Карта совет. Вот правда, тут и познакомиться, тут и решить по делам, по деньгам. Даже какие-то более глобальные, я бы сказала, вопросы с учетом всех арканов, которые я сама достала в Ленорман, и карта колесницы, ведь это, по сути, карта успеха. И нам говорят, не оглядывайся назад. И встречай все абсолютно новое, что приходит на твой порог. Для кого-то может проиграться, ну, иногда и вплоть до вопросов с вашим, к примеру, автомобилем. Но все же это старший аркан, это когда перемены приходят в вашу жизнь, причем добрые перемены. И мы не можем их отменить. И планетарно-то ведь тоже как раз и ожидаются изменения, может быть, даже в плане более в таком широком масштабе для мира, как ноябрь, так и декабрь, планетарный период, с учетом, мои дорогие, Урана в Тельце, когда меняются как концепция финансовой системы или электронные деньги, или системы взаиморасчета, меняется состояние валют, меняются фондовые рынки, меняются. Вот какой-то тоже могут быть самые разные изменения. Может быть, и у людей в их жизни тоже происходят перемены, поэтому какая-то трансформация может приходить через работу, через ваше творчество. Но всегда по аркану колесница – это удача, и если перемены, то добрые. Наша задача от них не отказаться, потому что есть такое опасение, что мы можем попытаться что-то удерживать из прошлого. Тогда помните, теперь Плутон у нас в знаке зодиака Водолей. И если он уже решил что-то менять, а еще и Уран в Тельце. Поэтому карта может, кстати, говорить о том, что перемены эти и продолжатся. И с учетом как раз Урана, который в ретро-движении весь январь, а в феврале он уже перейдет в прямое движение, там тоже такой, знаете, как пороговый момент между январем и февралем в 2025 году будет. Это я уже так забегаю немного вперед. Не отказывайтесь от перемен, мои дорогие девы. У вас по аркану Солнца последующие полгода – это время какой-то активности. Изменить свою жизнь. И не просто жизнь, а самое главное – изменить качество жизни, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.